есть термосы. Видите? Посидим 15 минут и все. На улице сегодня 16 градусов. С собой это бета. Привет, ребят! Сегодня будет очень полезный и интересный, думаю, влог, а именно о работе модели в Японии. Ну, если честно, на этом очень хорошо можно подработать, и неважно, как вы выглядите, какая у вас фигура, потому что, ну, реклама продуктов может быть разная, начиная от крема для рук, где вы можете показать только свои руки, и за это вам заплатят $200-300, или, например, одежда, например, только брюк, часть вашего тела и так далее. В общем, уезжаю завтра в 5 утра на 3 дня. Съемки будут проходить в 3 дня, и именно в таком месте, живописном, Ямагата, Акита, это где сейчас очень красиво в плане пейзажа, потому что сейчас осень, вот вся листва золотая. Не могу сказать реклама именно чего, какого бренда, потому что это запрещено. Я еду не одна, еду с Тошей. Просто отправила фотку и нас обоих как пару и его отдельную, и мы просто прошли с ним кастинг как пара. Естественно, нам заплатят, и все это будет без отель, проживание, еда, вообще, ну, когда съемки, всегда вам дают еду бесплатно 3 раза в день, но обычно это бенто такие. Поэтому Тоша очень обрадовался. И, конечно же, Ямагата, Акита, они очень известны своим саке. Мое агентство Aqua Models, ну вообще я состою в различных агентствах, я только вот подала недавно, потому что я только вот уволилась пару месяцев назад. Там различные есть агентства: Junes, Avocado, Angel, я уже не помню, YCS, но самое вот популярное, откуда вот работа приходит практически каждый день, это вот Aqua Models. И вот оттуда я получила эту работу, и в принципе до этого, когда лет 5 назад, когда была студентом, 6 лет назад, я тоже делала всякие работы, кимоно, свадебные. И в зависимости от где это будет реклама, либо это просто СНС, веб-сайт, либо это прям реклама на телевизоре. Конечно, все, что на телевизоре, оно намного дороже, ну, в разы. Если будут рекламировать какую-то косметику с моим лицом, просто фото, ну, будет, может быть, $300-500, там, годовой контракт. А если это реклама прям на телевизор, то это будет, ну, $2000. Если это полностью тело, лицо, то может быть и $3000. Ну, различные там, в зависимости от бренда, конечно же. Я уже приготовила вещи по чуть-чуть, чтобы уже быть готовой к вечеру. Но нужно взять теплые вещи с собой тоже, потому что там холодно. Все-таки северо-восток. Нужно готовиться к экзаменам. Экзамен у меня в эту пятницу на ароматерапию вот в колледже. Я сниму видео, ребята, о том вообще, что мы проходим. Просто никак не могу сесть. Потом нужно приготовить кушать для Тоши. Приготовлю перчики. Тоша обожает наши перчики. IC カードの取り忘れに Нам уже дали воду, зеленый чай и кофе.
Нам предложили поесть купить, но я отказалась и взяла вот такую желешку. Потому что сейчас только 9 утра, мне пока кушать не хочется. Мы доехали, сейчас нас встретили, и так как съемки будут в горах, на автобусе, в общем, будем ехать до места самого съемок где-то 2 часа. Поэтому сейчас мы остановились купить какую-нибудь еду. Просто съем вот эту желешку. Это виноград тоже этой префектуры, поэтому есть возможность все попробовать. Тоже купили хлеб, он попросил. Шоколадный, как обычно. Шоколадочка. Его рутина. Мы приехали на место, но вот переодеваться, все вот это будет у нас в автобусе. Вот я шторками закрыла. Сейчас будет прогулочный вид, поэтому нужно переодеться в черные джинсы. Тоша уже переодевается. У нас сейчас будет первая сцена.それでなんかこういった状況って変わりそうにもないんですかね。 8 часов вечера. Наконец-то мы доехали до отеля, разместились, ехали 4 часа на автобусе с Ямагаты. Сейчас мы в Акита. Я уже успела купить, смотрите, здесь местную шоколадку. Идет с начинкой особенная винограда. Я уже, смотрите, в национальном колоритном стиле таком. Это нам подарили оберег, но это осталось со съемок сегодня. Вот нас разместили вот в таком отеле, ну вообще очень простом. Кстати, нам дали 2 комнаты с Тошей по отдельности, потому что в одной комнате, по-моему, нельзя находиться двоим, поэтому они не смогли забронировать 1 на 2, поэтому дали 2 номера. Но, естественно, мы с Тошей будем в одном номере. Вот такой, это называется бизнес-отель в Японии. Бизнес-хотел. Такой, знаете, советского стиля. Отель, обычная комната с обычным туалетом. Вот. Ну, туалеты, конечно, здесь в таком совсем старом стиле. Ну, реально в таком постсоветском. Не знаю, в каком году, может быть, лет 20 этот отель построен. Кстати, предложили сейчас пойти с ними кушать, либо как вариант можно самим сходить в магазин или даже в ресторан, просто чек сохранить, и потом нам эту оплату вернут вместе с оплатой вообще за саму работу. Сейчас Тоша пошел в магазин, уже 10 часов, между прочим. Тоша очень хочет попробовать саке, естественно. Но я не знаю, что он сейчас найдет в Министопе, ну вот в этих японских комбини. Вот. А завтра мы начинаем съемку вот с 7 утра. Потом там будут 3 вида съемок у нас до 4 часов. И потом мы снова едем в отель. Называется. Тоша сказал мне, я постучусь 3 раза, по 2 раза. Если это так, то тогда открывай дверь, никому дверь не открывай. Как будто мы в Африке, а не в Японии. Знаете, как там? Так, Тоша купил копчики. Спарклин, игристое красное вино. Салатик я попросила. Смотрите, ой, мой любимый капуста. В Японии я обожаю капусту, она совсем другая здесь, ребята. Не горчит. У нас в Казахстане она горчит, не знаю почему. Она такая воздушная, водяная и немножко даже сладкая. О, яйца! Тоша купил яйца, полусырые, по-моему. Яички. Угу. Кацу-сан.
Да. И еще один салат, только то, что тут там еще с мясом. Просто сфокусировалась. Эх, сладкоежка, я сладкоежка. И тоже сладкоежка. Я себе чай уже приготовила. В Японии, ребята, есть термосы. Видите? Холодно. Дома. Всегда температура, ну, максимум плюс 16. Это и то вместе с кондиционером. Все быстро остывает, а каждый раз нагревать тоже не пойдет. Сейчас поговорим с вами, ребята, о пластике. Как в Японии борются с пластиком? Ну, это сложно, потому что в Японии везде идеализм. Водоросли положили в отдельную мисочку, соус положили отдельно, а теперь все это можно смешать. Отдельно, видите, пленка для того, чтобы, ну, то есть свежий вкус сохранился, то есть не перемешалось, там не создавались никакие размножения бактерий. Отдельно соус с кунжутом. Добавляем соус. Все перемешиваем. Нанесу масочку с глицерином, гиалуроном, коллагеном, алоэ вера, экстрактом окуры и различными другими экстракторами. Хорошая маска, кстати. Это мне Минами подарила из Окинавы, кажется. Ого! Ничего себе! Вот этого я точно не ожидала. Думала, что я буду вас так... Прикольно. Посидим 15 минут и все. Кстати, девочки, запомните, маски только держим 10-15 минут максимум, потому что после этого она высушивается и начинает высушивать, наоборот, забирать влагу из вашей кожи обратно. Поэтому 10-15 минут. Это мы учили в школе. И все, и спать. Кстати, мне идет эта маска, да? Не страшно. Доброе утро, ребят. 5:30. А нет, уже 6:30. Но мы встали в 5:40, чтобы еще успеть сходить в душ. Там баня внизу. В общем, мы собираемся в 7:10 внизу. Но еще до этого нужно позавтракать в 6:45. В общем, у меня есть только 15 минут, надо успеть волосы уложить. В общем, второй день. Съемки будут на поле. Тоша уже вон там тренируется. Какие здесь красивые туманы с утра, потому что холодно, а потом теплеет, конденсация начинается. Нам, да? Ладно, хорошее тоже настроение. Смотрите, это клен. О май гад. Ну что мы? Смотрите, какой красивый клен.見て、あ、なんか車、いい車立ってるね。おー、комната в японском стиле, на нихонно шитсуだよ。見て、お、すごいすごい。おー、全然日本のスタイル。素敵。京都スタイルじゃん。で、見て、日本の建物は外、景色もあるし、なんかこれはちょっとアップグレードだね。Ой, все так аккуратно, ну и маленькая ванна, как всегда. ここ温泉とかないですか？ここはないかな。ないか。これは残念だね。でもそれちょっと。パブリックのあると。И специальная сумочка для того, чтобы пойти в баню. これは温泉のなんかバッグですけど、温泉どこ行くか? Мы закончили съемки сегодня рано, в 4 часа. Но, в принципе, мы начали очень рано, сегодня в 7:30. Нам дали японский бенто.
Ну, то есть бенто — это такие коробочки с едой. Это. Тоша открыл бенто, который нам вчера дали. Смотрите, в честь осени здесь вот клен. Съемки сегодня 7:40. Уже 7:20, мы немножко не успеваем. Но сейчас быстренько. На улице сегодня 16 градусов, но сейчас 7 утра, поэтому съемки начинаются примерно 8 градусов, 13-12 здесь, поэтому снова же одеваю вот этот хиттек, японский Юниго, который согревается внутри. Видите, поэтому я и говорю, здесь не так, чтобы тебя кидают в экстремальные условия, а тебе заботятся вообще, как о модели, чтобы я, не дай бог, не заболела. Вот, у меня сегодня будет прогулочный такой костюм, ну, может быть, покажу позже. В общем, мы собираемся по-быстрому. Мне дали вот такую рубашку, у меня будет такой классический вид. А у Тоши тоже такой casual стиль. Это все Юниго, по-моему. Жалко, конечно, что нельзя прям снять весь процесс. Мы уже вот отель прям находится в городе. Мы сейчас тоже хотим тоже пойти прогуляться. Так, мы собрали наши вещи сюда и пойдем гулять по городу вот прям так. А потом сразу оттуда уже пойдем в онсен. Ну, здесь 5 минут идти. Все стоят за пудинком. Какой чудесный клен. Вот поэтому японцы прям восхваляют клен. Не то чтобы только форма, он настолько вот красиво меняет оттенки. Это не клен, но у него это просто какое-то дерево, но настолько розовые, малиновые, ярко-малиновые листья. Это, кажется, главная улица, по которой мы сейчас идем. И здесь различные рестораны, кафе. Я байкуну пинку видела клен, который нереально просто розовый. Сюда заходить нельзя, вот написано на табличке. Look at this! Oh my god, this is so pretty! Да, в общем, это главная улица такая туристическая, я так поняла. Мы сейчас, в общем, просто прогуливаемся. Бура-бура. Кстати, ребята, которые увлекаются Японией, запомните это выражение бура-бура. Это значит, ну, просто прогуливаться, просто осматривать местность. Сугоку коко Киото да йо. Киото ва хонто ни онаji Arashiyama dakara soko. Look at this cloud. Мы что ж решили, в общем, попробовать все-таки этот пудинг, потом пойти в баню, а потом уже пойти в какой-нибудь ресторанчик маленький японский. Ча, табете миёка. О, сugoi. どうも。これアイスクリームを上に。アイスクリーム。 Это мороженое сверху. 普通のプリン。Угу. Обычный, да? Мадина ва. めっちゃいいね。パフェ。 Мадина ва пафе. То есть с мороженым сверху. Скрим то, ванила то. メープル。 Не, надо как сироп. ブルーシロッ Мейпл. Кленовый сироп. Сука, акида. Есть возможность сходить в баньку. Сейчас мы сходим в баньку. А потом сходим вот в этот ресторанчик рядом. О, зайчок. Где зайчок? А что за футболочка у тебя? Кальмар, что ли, это? Или что? Зайчик. Ага. Видишь, у меня уже только вот рыбки, да. Кальмары.
Ой, самый. В голове рыбки кальмары. Чё, зайчик, надо со осьминожками делать, когда их кушать готовишь? Голову отрезать, понять будет. Ножки. に似てるね。 Ножки. Ножки. Ну, я сказал ножку. Ножки отрезать. Да. 唇一緒。 Не свеженький стоши после баньки. Без макияжа, но видите, какие у меня румяные щечки. В общем, будем пробовать местную еду. Тоши заказал себе по-мужски, по-самурайски саке. Японское саке. Вообще в Японии популярно именно заказывать сет, такой набор из 3 саке, немножко различного вкуса. Салат из редьки. А вот это, ребята, это пицца с мисо. Кампай, кампи, кампай. Какой? Какой? ほら。じゃあ行きますよ。なんかね、グラスはソレンジャン。それんな感じ。そう。いただきます。あ、うまっ。まあ、これは美味しい。濃くない？濃くはない。猫の飲んでみますね。あ、そうね。でしょ。これいいお酒。でも大丈夫。いや、刺身だったらいいけど。たらあるね。 Все, мы дома. Мы в Токио снова доехали. Честно сказать, очень устали. Прям все-таки 3,5 часа на поезд в то же время. И каждый день с 7 утра, но вставать в 5-6 утра, заканчивать в 6 вечера тоже нелегко. Запах совсем другой, запах еды какой-то здесь.